Привет, это Тостер, и тема сегодняшнего видео — это большие двухкамерные холодильники. Большие, имеется в виду высотой 180-200 сантиметров, но это самые большие в сегменте. И классический формат — двухкамерная морозилка снизу. Эти холодильники, они пригодятся, ну, например, большим семьям, там 4, 5, 6 человек. Но если больше семья, то уже нужно и холодильник побольше искать. Ну, или, может быть, людям, которые много хранят сразу продуктов, там, любят готовить, например. Мы пробежимся по магазину, мы приехали в холодильник.ру, это наши давние партнеры. Вообще, это магазин любой техники, но и холодильников у них, как водится, много на разный кошелек в том числе. Вот мы и посмотрим, какие сейчас цены на эти большие двухкамерные холодильники, что вообще продается, какие модели остались, потому что ситуация, ну, не остались, а продаются, потому что ситуация менялась по понятным причинам. Посмотрим, какие бренды представлены. Ну и про каждый холодильник, который в нашем обзоре будет, я расскажу самое главное, ну и какое-то мнение свое тоже о нем выскажу. Так вот все это будет строиться. Ну что, пойдем гулять по холодильник.ру и смотреть, какие холодильники сейчас продаются. Так, ну начнем, например, с Haier. Ну почему с Haier? Китайцы сейчас хорошо себя чувствуют на российском рынке, потому что какие-то непонятные ситуации вот со многими европейскими брендами, у них сейчас, что называется, самый сенокос. Поэтому вот Haier, начнем с него. 200 сантиметров, двухметровый холодильник. Ну вот этот цвет золотистый, ну, во-первых, он такой очень неплохой, не раздражает, да. Ну, во-вторых, конечно, есть модели других цветов, вот, ну, такие же модели, но в других цветах. Тот же белый классический тоже есть. Открываем. Ну, здесь прямо не супер вау, ничего такого мега интересного я не вижу. Total No Frost бросается в глаза. Это говорит о том, что у вас No Frost и здесь, и в морозилке, да, везде. То есть морозилку мы вручную не размораживаем. В принципе, у нас вообще не будет в этом, надеюсь, не будет в этом обзоре холодильников с ручным размораживанием морозилки. Но посмотрим, как дело пойдет. Итак, здесь, ну, понятно, светодиодное освещение. Это уже такой must-have для современных холодильников. В принципе, вот оно размещено нормально, и все так более-менее нормально просматривается. А дальше полки, понятно, стеклянные, закаленное стекло. Здесь есть складная полочка, вот такая вот. Ну, в принципе, пригодится, почему нет. Если что-то поставить такое более габаритное вот сюда, то можно это сделать. Ну, значит, про No Frost я сказал. Здесь многопоточное охлаждение, то есть здесь есть воздуховоды вот тут по бокам, и подводится прохладный воздух, собственно, ну вот практически на каждый уровень. Здесь внизу обычный ящик для овощей и фруктов, там без там мега пафоса, без зоны свежести, ну и нормально, например. Я не знаю, вот напишите в комментариях, очень вам важна вообще зона свежести в холодильнике? Или как-то обходитесь без нее? Вот у меня, честно, дома холодильник без зоны свежести, и как-то у меня ничего не успевает пропасть без этой зоны свежести, все нормально, все я съедаю. Так что вот так, обычный ящик. Ну и здесь тоже, в принципе, ничего особенного. Вот эти полки, ну, их можно переставлять по высоте, если нужно это сделать, да, как-то так моделировать пространство, это все тоже. У него не инверторный компрессор. Я вообще всегда топлю за инверторный компрессор, но в целом, если он не инверторный, то это тоже не беда. Просто с инверторным получше, там, в смысле экономии электроэнергии, там, более тихой работы и там большего срок работы, да. Да, еще раз морозилку посмотрим, просто чтобы закрепить то, что в ней, в принципе, тоже ничего особенного. Вот 3 ящика и все, ну и нормально. Не стали мудрить там делать 4 ящика, какой-то маленький еще здесь ящик или полочку, просто 3 ящичка. На мой взгляд, нормально. Что касается ценника, то вот на момент съемки он вот такой, ну, скажем так, не отнесешь прямо к бюджетным этот холодильник, но и к супер дорогим тоже. Я так подозреваю, что у нас будут еще и дороже в обзоре холодильники. Ну, в целом, за эти деньги, так, довольно средние, да, то есть, вот опять же, тот же компрессор, мне кажется, за вот 50 тысяч мог бы быть уже инверторным. Управление здесь на дверце, ну, здесь тоже все просто, значит, вы либо выбираете уровень интенсивности охлаждения в холодильном отделении, в морозильном отделении, супер охлаждение, супер замораживание и режим отпуск, это все тоже есть, так что здесь такой стандартная функциональность, которая вполне окей для современного холодильника, ну и неплохо выглядит.
Следующий холодильник, тоже такой известный китайский бренд, Midea в нашем обзоре. Ну вот на ценник сразу посмотрите, немножко он даже подешевле, чем Haier. Поэтому это тоже большой холодильник, двухметровый, он достаточно вместительный. Вот даже сразу, когда его открываешь, есть такое ощущение такой объемности внутри и вместительности. Это хорошо. Что касается внутреннего оснащения, ну в принципе все по классике. Немножко сделали красивость такую, вот эту панель металлическую сзади. В принципе она где-то там как-то аккумулирует холод, по мнению производителей. Ну, наверное, немного аккумулирует, но хотя она такая достаточно тонкая, так что, ну, в общем, окей, пусть аккумулирует, пусть помогает работе компрессора. А вот эта полка, она съемная, то есть, да, если не нужна, ее можно куда-нибудь удалить, и это хорошо и правильно. Ну, понятно, полки стеклянные, закаленное стекло, здесь окантовка, это пластик, это не металл, под металл, но выглядит приятно, но, правда, со временем, вот вы там какими-нибудь банками будете ударять, задевать, и со временем этот пластик может, ну, как-то похуже уже выглядеть, чем сейчас, когда холодильник новый. Два фреш-бокса, таких два контейнера с зоны свежести. Ну, в реальности к зоне свежести я бы отнес именно нижний контейнер, потому что к нему есть отдельный воздуховод здесь, ему отдельно подается прохладный воздух. Ну, а так, конечно, вот удобно в смысле хранения различных продуктов. Здесь на дверце такая система тоже хранения продуктов, и можно, собственно, изменять высоту установки этих контейнеров, если необходимо. Ну, на самом деле удобно и хорошо, что вот здесь у них есть отверстие, но когда дверца у вас закрыта, это позволяет воздуху там тоже циркулировать, потому что здесь многопоточное охлаждение, здесь подача воздуха на разные уровни от холодильника к разным полкам, ну и в том числе, чтобы здесь тоже воздух проходил, вот эти отверстия сделаны, это правильно. Вообще no frost и в холодильном, и в морозильном отделении, то есть никакого ручного размораживания морозилки не нужно. Морозилка простая, 3 бокса разного размера и, собственно, все. Такой холодильник Midea, это белый цвет, но в принципе есть и другие цвета, конечно, у китайцев. Ну и такое простое, нормальное, обычное управление. Здесь можно изменять температуру в холодильном отделении, в морозильном отделении, или активировать супер охлаждение или супер замораживание, и также функцию каникулы, vacation, это когда у вас работает морозилка в обычном режиме, а холодильное отделение в экономичном режиме работает. Здесь плюс 15 поддерживается, чтобы запахов не образовывалось, там плесени, и продукты отсюда лучше убрать. Ну, что касается моего мнения об этом холодильнике, на самом деле очень неплохо за эти деньги. Вот компрессор здесь тоже, кстати, не инверторный, как и у первого холодильника из обзора у Haier, но вот если сравнить, просто так открыть и сравнить, да, два этих холодильника просто внутри, то ну, явно попрезентабельнее будет выглядеть Midea, хотя это все за те же деньги. В принципе, характеристики они практически одинаковые. Так что, ну, наверное, в этом случае я бы, может быть, склонился к Midea, а вы, ваше мнение, пишите в комментариях. Так, ну дальше из Китая мы плавно перемещаемся в Южную Корею. У нас известный бренд Samsung. Да, холодильники эти еще есть в магазинах, и, в общем, ну, есть и хорошо. Ну, кстати, что я заметил. Вот здесь, в холодильник.ру, холодильники Samsung, они все узбекской сборки. Вообще-то у Samsung есть завод под Калугой, на котором успешно выпускались холодильники в большом количестве. Сейчас здесь мы видим холодильники узбекской сборки. Но я так понимаю, что это следствие всего того, всех тех изменений на рынке бытовой техники, в том числе, которые происходили с февраля месяца этого года. Это большой холодильник. Опять же, напомню, у нас обзор таких наиболее вместительных холодильников такого классического формата с морозилкой снизу. Ну и ценник, обратите внимание, 93 699, это на момент съемки. Ну, уже такая большая разница с Haier и с Midea. Ну и что же мы получаем за эти деньги от этого холодильника? Ну, цвет, кстати, обратите внимание тоже, да, он же не белый, я даже не знаю, но такой вот легкий беж с каким-то таким вкраплением чего-то такого серебристого, так вот, если посмотреть. На самом деле интересный такой, симпатичный цвет, мне нравится. Но, разумеется, есть эта же модель в других цветах, там, в белом в том числе, нержавеющая сталь. Открываем. Ну, довольно объемно. Я, опять же, прошу прощения за элементы упаковки. Это магазин, холодильники продаются, там, транспортировка и так далее.
Смотрите, довольно просторно здесь все. Понятно, что это no frost, понятно, что это all around cooling, ну, то есть многопоточное охлаждение. У вас воздух подводится там, ну, к большинству, ко всем уровням вот, холодильника, к полкам. Дальше. Здесь есть съемная металлическая полка для напитков. То есть, если не нужна, мешает, убрали. Есть вот такая еще складная полка. И в отличие, кстати, от холодильника Haier, который мы снимали, в котором тоже есть складная полка, она еще вот так поднимается. То есть у вас здесь, ну, реально получается пространство для больших объемных каких-то кастрюль, может быть, банок и так далее. Там в Haier она только наполовину убирается и все. Здесь все-таки этот момент, мне кажется, он такой более удобный, более продуманный. Ну, справедливости ради, я скажу, что у Haier тоже есть модели с такой полкой, да, просто они подороже, видимо, и нам не попалось. Так, дальше. Здесь тоже довольно много места, да, вот можно поставить какие-то большие продукты, кастрюлю, даже если не складывать полку. Дальше у нас идет Fresh Zone, зона свежести. Ну, такая она простенькая, здесь отдельный воздуховод есть к ней, да, то есть, в принципе, рекомендуется здесь хранить там мясо, рыбу, птицу, какие-то мясные деликатесы. Ну и такой контейнер-бокс для овощей и фруктов, тоже, кстати, он здесь с такой таким рифленым дном, для того, чтобы немножечко влага, если она есть, она уходила вниз с фруктов и овощей, а они у вас не закисали, там, не находились в излишне влажной среде. Да, это что касается холодильного отделения. Вот мне нравится всегда, когда много вот таких вот переставляющихся по высоте балкончиков. Как-то я люблю вот моделировать так вот пространство, и здесь это можно сделать, и это хорошо. Что касается морозильного отделения, в принципе, все по классике, full open box, но это означает, что они у вас в достаточной степени практически полностью выдвигаются. Это удобно вот при использовании холодильника при загрузке. То есть здесь есть фиксатор, чтобы совсем не вываливался ящик. Ну и, конечно, если что, можно его вынуть. Здесь, кстати, обратите внимание, одна полка стеклянная, да, то есть если хотите, вы можете большой ящик убрать и что-то здесь хранить вот на полке. В принципе, такие же стеклянные полки, они были и у Haier, и у Midea, которые чуть раньше были в нашем обзоре. Но в целом довольно вместительные ящики. Каких-то претензий нет. Здесь управление на дверце, да, достаточно все просто, да, вы просто изменяете температуру или включаете супер замораживание, или есть еще режим Vacation отпуск. И компрессор здесь он уже инверторный. Ну тут уж смотрите сами. Вообще инверторный компрессор, я опять же повторюсь, я за него всегда топлю, потому что для холодильника это реально круто. Он экономит электроэнергию, потому что он работает именно с той мощностью, которая нужна для поддержания вот установленной температуры, а не постоянно с максимальной мощностью, как классический неинверторный компрессор. Плюс, да, это вот, поскольку холодильник, он работает все время у вас, да, на протяжении 24 часа в сутки, да, 7 дней в неделю, то это важно, это уже экономия электроэнергии. Она может доходить там и процентов до 30, но зависит от того, как именно, конечно, вы пользуетесь холодильником и в какой среде окружающий он у вас находится. Одно дело у вас плюс 35 вокруг, да, а другое дело там плюс 22. Это тоже играет роль. Ну и кроме того, такие компрессоры часто тише работают, плюс из-за того, что нет постоянного включения и выключения, они могут прослужить дольше. Вот здесь инверторный компрессор. Но разница в цене между там теми же Haier и Midea и Samsung достаточно ощутимая. И вот тут я уж не знаю, стал бы ли я доплачивать столько именно за инверторный компрессор и за то, что это, холодильник Samsung. А вот здесь рядом еще очень удачно стоит холодильник LG. У нас сейчас будет такая даже маленькая битва внутри этого обзора между корейцами, между такими извечными врагами и конкурентами в бытовой технике Samsung и LG. Ценник, обратите внимание, здесь 93 699, здесь почти 69 тысяч, но это ощутимо дешевле. Это российская сборка, то есть это еще завод в Рузе. Работает или работал, честно говоря, нужно уточнить. Но, по-моему, завод не закрывался у LG. Я напомню, что это холодильники, они практически одинаковые по высоте, 2 метра, да, и LG при этом немного повместительней. И в принципе внутри
несмотря на то, что он стоит дешевле, он, на мой взгляд, выглядит получше. Получше. Это металлическая панель, да, Metal Fresh ребята ее называют. Но опять же, немного маркетинг, то, что она там что-то, значит, аккумулирует холод. Да, аккумулирует, но не настолько, там, это все глобально, чтобы сильно влиять на работу компрессора, да, чтобы экономить там на его ресурс. Но окей, пусть влияет. Так вот, хорошо выглядит. Здесь тоже есть складная полка. Она тоже вот так поднимается. И, честно говоря, мне как-то проще даже с ней вот работать, чем с той из холодильника Samsung. Но может быть просто как-то не повезло, может быть что-то я неправильно делал в Samsung. Криворуки, что называется. Дальше. Здесь два таких больших ящика для там, овощей и фруктов, и они Fresh Zone, да, называется. Вот здесь Fresh Zone, здесь есть подача дополнительно отдельно воздуха прохладного. Вот, и они обе, да, если мне не изменяет память, нет, не обе, вот этот контейнер, он со специальной крышкой, которая сохраняет, ну, больше сохраняет влажность. Да, это особенно там для овощей и фруктов актуально, чтобы был уровень влажности побольше. А вот здесь я бы, наверное, ну, здесь тоже написано фрукты и овощи, но в принципе можно разделить и здесь, например, хранить какие-то мясные продукты, мясные деликатесы, может быть, морепродукты и так далее. Да, вот так это все выглядит. Здесь, конечно, тоже No Frost, как в Samsung, полный No Frost и в холодильном отделении, и в морозильном. Многопоточное охлаждение. Здесь еще есть технология Dark Cooling Plus, но мы о ней говорили уже в наших обзорах. Такая странная, на мой взгляд, вещь, странное решение. Имеется в виду, что у вас дополнительный поток холодного воздуха, он обдувает продукты на дверцы. Но это все работает, когда холодильник закрыт, а когда вы его закрываете, у вас получается, что балкон первый, он полностью перекрывает этот воздушный поток. И что там, как дальше охлаждается, знают только ребята из LG. Вот, так что, да, надеюсь, они к нам в комментарии придут. Вот. Ну, что касается морозилки, то, в общем, все по классике здесь, да. Достаточно вместительные ящики. Все, в общем, легко снимается. И здесь, кстати, есть стеклянная полка, еще и, ну, их две, не одна, как в случае с Samsung, а две, что, в общем, ну, кому-то может пригодиться. Хотя, честно говоря, я вот не видел ни у кого, чтобы кто-то в холодильниках пользовался именно вот так стеклянными полками в морозилках при наличии ящика. Вот пишите в комментариях, как-то это удобно, это нужно, кто-то использует или нет. Реально очень интересно. Но здесь вот победнее. Нет вот этого вот конструктора, который есть в Samsung, да, когда вы можете вот так переставлять вот эти маленькие прикольные балконы. Здесь более стандартный вариант. Ну, в общем, ладно, можно как-то и так прожить. Компрессор здесь тоже инверторный, это смарт-инвертор. Это такой немножко упрощенный инвертор, но все равно у него там 3 скорости работы есть, и он, собственно, может эти скорости изменять, и в зависимости от того, какие температурные настройки нужно поддерживать. Кроме того, этот холодильник, он еще работает с мобильным приложением LG Thank You, то есть его можно подключать к этому всему, к системе умного дома, и через смартфон им управлять, да, то есть какие-то настройки делать, там температуры и так далее. Ну, смотрите, если сравнивать вот эти два холодильника, то с учетом ценника, ну, я все-таки однозначно склоняюсь к варианту LG. Следующий участник нашего обзора тоже высокий холодильник, 2 метра, но при этом он узкий. Если нужно немного сэкономить вот пространство на кухне, то это ширина не 60 сантиметров, а 54. Ну, такой сегмент узких холодильников. При этом он довольно вместительный тоже. Вот. И здесь, ну, давайте сразу о том, что привлекает внимание, вот, прежде всего. Первое, что привлекает внимание, это вот дискотека внизу. Но это не дискотека, на самом деле. Ребята из Beko говорят, что это специальная такая история. Называется она Harvest Fresh. И смысл в том, что у вас здесь повторяется, ну, скажем так, солнечный цикл. Вот то, какое солнце утром, какой свет днем, какой свет вечером. И даже есть пауза, типа ночь наступает, да, чтобы все было по правде, по-настоящему. И от этого
говорят ребята из Beko, овощам и фруктам, которые у вас здесь хранятся, только лучше. Ну, типа того, что вот в естественных условиях что-то там продолжается фотосинтез, да, и так далее. Ну, в общем, если вот этим хочется заморочиться, то для вас вот такой холодильник есть. Это холодильник Beko. Я, кстати, уверен, что у многих есть уже холодильники вот с этой технологией Harvest Fresh Beko. Напишите в комментариях ваши впечатления. Вот очень сильно интересно узнать, как вам вот такой подход к сохранению свежести и длительному хранению фруктов и овощей. Так, двигаемся дальше. В целом-то здесь все просто, да, кроме вот этого вот Harvest Fresh. Здесь в холодильном отделении на самом деле капельная система с дополнительным вентилятором. То есть это не No Frost, но в принципе это даже и неплохо, потому что влажность повыше у вас сохраняется из-за того, что капельная система. Просто эта вот плачущая стена, она вот с этой фальш-панелью. То есть там у вас водичка вот течет, когда холодильник немного оттаивает, да, когда компрессор включается. И вот этот вентилятор дополнительный, он еще распределяет этот холодный воздух по всему холодильному отделению через вот эти воздуховоды. Но, собственно говоря, также вот такая же фишка, также устроена, например, холодильное отделение в холодильниках Liebherr. Причем во всех моделях, начиная от недорогих и до там топовых вообще моделей. Так что здесь то же самое совершенно. Так, и дальше двигаемся, но про это я уже сказал, а больше-то и рассказать не о чем, потому что здесь обычные полки из закаленного стекла до 30 килограммов каждая выдерживает, и обычные вот эти контейнеры, ну немножко их тут можно, если хочется, попереставлять по высоте и как-то смоделировать пространство, да, так все достаточно просто. А вот в морозильном отделении здесь No Frost, причем здесь 4 ящика, да, и даже сверху есть такой вот поддон специальный, там быстро заморозить что-то, какие-то, может быть, грибочки, может быть, ягоды. И, в принципе, вы знаете, ящики-то достаточно, ну, не огромные, конечно, но довольно вместительные. No Frost здесь такой полноценный, классический, ничего размораживать не нужно. И здесь еще один такой момент интересный. Здесь два разных контура охлаждения для морозильного отделения и для холодильного отделения. Это тем хорошо, что у вас, ну, во-первых, не смешиваются запахи, у вас туда, в морозилку, из холодильного отделения запахи продуктов не поступают. А вот продукты, которые заморожены, еще если, не дай бог, не упакованы они у вас там, да, ну, надеюсь, такого нет, но бывает, они прям хорошо впитывают запахи. Но вот здесь такого в принципе не произойдет. Плюс нет ситуации, когда, наоборот, из морозильного отделения у вас в холодильное поступает такой излишне прохладный и такой очень сухой воздух. Вот это здесь исключено. Ну и в смысле энергоэффективности это тоже неплохо. Вот, наверное, все основные фишки этого холодильника. Узкий, повторюсь, узкий холодильник, то есть вы немножко можете сэкономить пространство. И в принципе здесь вот, кстати, забыли мы про вот эту историю, про то, чтобы у вас дверь вплотную прилегала к стене при открывании. Вот здесь такое есть. То есть, в принципе, это тоже дает такую дополнительную экономию пространства. Но мне, например, нравится холодильник с учетом его ценника, ну там в районе 40 тысяч, на мой взгляд, очень даже неплохо. Управление здесь все вынесено на дверцу, но здесь обычная история. Управление температурой в холодильном отделении, в морозильном отделении, супер замораживание, супер охлаждение, есть режим отпуск, там есть эко-режим. Ну, в общем, все по классике. И этот цвет нержавеющий стали, но, разумеется, есть еще, например, белый цвет, да, в белом исполнении он тоже есть. Такой вот холодильник Beko, на мой взгляд, очень неплохо. Да, кстати, компрессор здесь классический, не инверторный, но, как я уже говорил, умирать по этому поводу не нужно, хотя хорошо бы, конечно, чтобы был инверторный, но здесь нет. Так, ну и под конец ролика познакомлю вас с двумя еще холодильниками брендов, которые, ну не то чтобы неизвестны на российском рынке, а, скажем так, малоизвестны. И сейчас набирает обороты в связи с тем, что, ну, как бы вот все меняется, да, на смену одним брендам приходят другие. И вот, на мой взгляд, это одна из этих историй. Называются холодильники Zarget. Они уже продаются и в Холодильник.ру, и в других магазинах. И, собственно, это российский бренд бытовой техники. Ну а раз он российский, то догадайтесь с одного раза, где все это производится.
Бывает, что и в России производятся холодильники российских брендов, но здесь нет. Здесь классическая история – это китайское производство. Ну и открываем его, как вам сказать, не то чтобы бедненько, но так как-то, вот знаете, что не хватает? Не хватает вот ни одной этой маркетинговой надписи, там Total No Frost, там Super Fresh, и как-то скучно без этого. Вот что-то не хватает на самом деле. Ну ладно, нет и нет, смотрим, что здесь. No Frost и в холодильном отделении, и в морозилке. Ну, многопоточку здесь сделали. Мне на самом деле нравится то, как светильник расположен. Он вот так немножко назад светит, и вот все продукты, в принципе, должны быть освещены. Это неплохо. Так, конечно, ну, ничего особенного. Внутри довольно бедненько все смотрится. В нижней части, как водится, ящик для овощей и фруктов. И вот не каждый увидит, что за этим ящиком есть еще какая-то такая панель управления, такая странная немного, неожиданная. Давайте посмотрим, что там. На самом деле, оказывается, что это регулятор холодного воздуха, который поступает из морозильного отделения. Ну, по сути, это панель управления морозилкой, потому что панель управления холодильным отделением, она вот здесь. Она такая, ну, такая уже привычная для современного холодильника. Здесь такой псевдосенсор, да, и вот переключаете все и нормально. Здесь для морозилки такое сделан странное механическое такое управление, то есть вы можете реально просто контролировать количество воздуха, устанавливать, которое холодного, которое из морозилки попадает в холодильное отделение. Соответственно, чем меньше этого воздуха из морозилки попадает в холодильное отделение, тем более высокая интенсивность замораживания, скажем так, тем, видимо, ниже температура в морозильном отделении. Но каких-то отдельных температурных установок для морозилки нет. И вот это все реально такая механическая история. То есть вы вот так вот двигаете, и при этом, чтобы изменить эти настройки, вам придется вот этот ящик, вам его придется все время как-то вынимать. А тут же фрукты, продукты у вас лежат, потом ставить обратно после того, как настройки поменяли. Ну, в общем, такой вот Заргет, друзья. Вот такие вот холодильники тоже можно встретить в продаже. На дверце, на самом деле, такая милая система с контейнерами, с такими, с разными. Да, побольше, поменьше, и можно вот их так по-разному устанавливать. Это неплохо. Вот морозилка, к счастью, здесь No Frost, да, но вот, как я уже сказал, с регулировкой ее работы там какие-то некоторые трудности могут возникнуть. Так, 3 ящика, все, в общем, по классике. Вот такой холодильник Заргет, ну, в общем, выглядит он как такой обычный классический холодильник. Ну, за 45 тысяч, вот столько он стоит на момент съемки, ну, не знаю, мне кажется, есть и более какие-то понятные варианты. Еще одна марка, которая, ну, скажем так, не всем наверняка известна на российском рынке, хотя на самом деле ребята уже давно работают, они просто начинали с вытяжек и постепенно ассортимент расширялся. Это Lex, в данном случае холодильник Lex, и в данном случае, как вы видите, это, да, опять же большой холодильник, 2 метра, но здесь вот стекло в передней части. Вообще, честно говоря, я вот по тому, как холодильник выглядит, вот по этому стеклу, как оно сделано, по ручкам, по задним, по боковым стенкам, у меня ощущение, что это завод Midea делает эти холодильники Lex, но я могу ошибаться, вот сейчас не делал такой чекап, поэтому если кто-то обладает другой информацией, пишите в комментариях. Вот. Но вообще-то российский бренд, тоже он зарегистрирован и создан в России, называется Lex. Так вот, смотрим, что внутри. Здесь у нас No Frost, и здесь и в холодильном отделении, и в морозильном отделении, так что ничего вручную размораживать не нужно. Дальше, здесь еще, вот как у Бико, та же история, здесь 2 контура отдельных охлаждения. То есть у вас не проходят запахи из холодильного отделения в морозилку, и слишком холодный воздух, он и сухой, он из морозилки в холодильное отделение тоже не попадает. Здесь сделали, в общем-то, такое многопоточное охлаждение. Не скажу, что оно прям везде, ко всем уровням, но есть. Оно такое распределение все-таки воздуха холодного по всему холодильному отделению. Вот, кстати, если вспомнить предыдущий холодильник, о котором я говорил, Заргет, да, вот там тоже была такая похожая панель управления и с наклонным светильником. Но здесь-то все правильно сделано у Lex. Здесь есть управление морозилкой, вот с одной стороны, а с другой стороны управление холодильным отделением. И нет
нет вот этих вот странных механических штук, регуляторов, которые и не найдешь сразу, и безумно неудобно им пользоваться. Нет, здесь все по-человечески, все как у людей. Дальше двигаемся. Вот эта полка, ее можно убрать, собственно, если хочется, да, и не использовать. Тогда появляется больше пространства для ваших кастрюлек, баночек и прочих замечательных вкусных вещей, продуктов разных. Так, полки переставляются по высоте. Здесь в нижней части два контейнера. Вот на одном контейнере написано, что это 0 градусов кулинг. Ну, какой-то отдельной регулировки температуры здесь нет для этой зоны. Но есть вот специальные воздуховоды, которые именно туда направлены. Ну, видимо, это должно поддерживать температуру около 0 градусов. Около 0 градусов это, ну, такая идеальная температура, 0,7 на самом деле, 0,7, если быть совсем точным. Ну, около 1 получается градуса, да. Идеальная температура для хранения вот охлажденного мяса, рыбы и других деликатесов. Здесь дальше внизу уже просто контейнер, бокс для овощей и фруктов. Опять же, кстати, здесь так немного рифленые, такие волнистые, скорее волнистые, правильное слово, поверхности для того, чтобы вот влага, она оставалась на дне, а продукты, ну, не совсем в ней утопали. Это вот что касается холодильного отделения. Здесь еще, ну, тут все просто, да, здесь маленьких моих любимых контейнеров нет, но есть вот эти, они широкие, кстати, довольно вместительные, и вот это хорошо, но сильно не поиграешь здесь с высотой, просто если слишком много, то какой-то контейнер убирается. Что касается морозильного отделения, то здесь ничего нового мы не видим, да. 3 ящика разных размеров. В середине, как водится, большой Extra Space. Вот. Ну и, как я уже говорил, No Frost. То есть ручное размораживание не нужно. Вот, стекло здесь есть. Ну, вот эта стеклянная полка, она, собственно, я уже говорил, что вы можете хранить, собственно, без ящика продукты, если вам как-то удобно. Ну и плюс, как правило, она еще служит такой страховкой. Потому что если вы перегрузите ящик, там, сложите много разного мяса, много чего-то еще, чтобы у вас тут ничего не провалилось, не треснуло дно и так далее, чтобы, да, продукты не провалились. Стекло, оно защищает в этом смысле, как-то помогает. Вот такой холодильник Lex, в принципе, как сказать, ну, за эти деньги, вот практически за 78 тысяч, с учетом того, что здесь все-таки не инверторный компрессор, ну, на мой взгляд, немного дороговато, вот честно скажу. Да, красивые, да, стеклянная передняя панель, и, в общем, внутри тоже все достаточно неплохо. Но неплохо и только. Вот на 78 тысяч не знаю, но это хотя бы не 97 тысяч, ребята, да. Здесь у нас еще один холодильник стоит, называется он Куперсберг. Это тоже бренд с российским происхождением, хотя название немецкое, но ребята уже давно на рынке, еще с тех пор, когда вот многие бренды, они косили под немецкие бренды. И вот Куперсберг — это одна из таких историй, на самом деле, означает вершина горы, если перевести название. И вот я терпеть не могу, когда вот так вот наклеивают название бренда, потому что оно отклеивается, и вот здесь оно уже, ребята, вот эта золотинка, назовем ее так, она уже отклеивается. Это, конечно, не очень здорово для холодильника с ценничком 97 тысяч рублей. Цвет такой у него, не знаю, как это, ванильный коктейль такой, знаете, вот как в Макдональдсе, или как там он сейчас называется. Вот, по-моему, такого же цвета. Ну, видимо, это что-то такое светлый беж, может быть, не беж, не знаю. Напишите, как называется цвет в комментариях. Смотрим, что внутри. Ну, как вам сказать, неплохо. Вот эти вот это вот освещение, эти колонны по бокам светодиодные, они так сразу придают холодильнику такую, ну, немного премиальности. До премиальности что-то не хватает. На самом деле мало металла внутри, да, только вот эти окантовки, да и то не факт, что нет, это, по-моему, все-таки не металл, это, по-моему, пластик под металл, да. Это почти за 100 тысяч рублей, ребята, вот так делают. Хорошо, ладно, двигаемся дальше. No Frost понятно, Multi-Airflow, многопоточное охлаждение понятно, ну то есть здесь No Frost и здесь тоже в морозильном отделении ничего не нужно вручную размораживать. Тут все видите, уже 20 раз рассказывал. Вот эта полка, которую можно убрать, полки стеклянные, их можно вот так вот
по высоте переставлять. Это неплохо, все-таки пространство можно моделировать, поменьше кастрюлька, побольше. Вот здесь вот контейнер, ну, видимо, это контейнер такой для хранения разных деликатесов, типа мясных там продуктов, охлажденной рыбы и так далее. Но вот смотрите, как все странно сделано. Вот какими руками нужно было это делать, какими мозгами нужно было об этом думать. Вот здесь на самом деле есть регулировка подачи холодного воздуха вот сюда. Ну, то есть, можно сказать, даже регулировка температуры, да, интенсивности охлаждения. Но вот у нормальных людей, если в нормальных холодильниках, если у тебя вот такой ящик, всегда эта регулировка вот здесь, сверху. Ну, потому что логично, раз, сделал и все. Но не здесь. Здесь, чтобы это сделать, нужно вытащить вот этот контейнер, а тут у вас устрицы, понимаешь, и все дела. И вот так вот подлезть, вот так вот, и вот так вот регулировать, понимаете, все это. Ну вот как бы зачем, как можно было в холодильнике почти за 100 тысяч рублей сделать такую регулировку, я, честно говоря, не понимаю, да, то есть, ну, это совершенно неудобно и совершенно неправильно и нелогично. Слава богу, что вот здесь, в нижнем ящике, механический контроль влажности, он реализован, ну, нормально, по-простому, как собственно, у большинства других производителей и холодильников. И можно ее изменять, то есть для овощей побольше, для фруктов поменьше влажность. И здесь отмечу еще, что здесь тоже есть такие каналы специальные вот в дне ящиков, чтобы там скапливалась влага и чтобы продукты у вас во влаге не лежали. Это хорошо. Вот это мне нравится, нравится дверца. Я люблю, когда есть такие вот какие-то маленькие балкончики, где можно положить что-нибудь маленькое и быть уверенным, что оно лежит на месте, на правильном месте. Вот здесь вот молодцы, здесь мне нравится. Ну, в морозилочку заглянем. Здесь я вот просто молча вам покажу, что, собственно, здесь показывает. No Frost есть, и то хорошо. Панель управления. Вот. Ну, понятно, здесь можно выбирать функции типа быстрое охлаждение, быстрое замораживание, там каникулы, ну и температура в холодильном и в морозильном отделении тоже можно изменять. Вот такой холодильник. Ну, смотрите, если сравнивать вот эти, вот раз они у нас стоят здесь две рядом модели, давайте их сравним. Они одинаковые по высоте. Да, и, кстати, у него не инверторный компрессор тоже. Но вот здесь тоже не инверторный, я тоже так возмущался. Но вот здесь, когда почти 100, ну, как-то уже надо инверторный ставить, ребят. Инверторный и еще раз инверторный, и еще повторю это слово. Вот, если сравнивать два этих холодильника, ну, вот они просто у нас рядом стоят, два, давайте сравним. Ну, я бы взял вот этот, да, если по дизайну подходил, то вот этот, потому что, ну, по сути, там то же самое все мы получаем, но за меньшие деньги. Ну, зачем тогда платить больше? Итак, это было видео про большие двухкамерные холодильники, большие в смысле высокие, ну и, соответственно, довольно вместительные. У нас все холодильники практически были двухметровые, по-моему, за одним исключением, только Заргет был там, он немножечко пониже, по-моему, 1,88 м. Ну что, какие выводы? Во-первых, вы же поняли, да, что они во многом очень схожи функционально, то есть не стоит ждать от таких холодильников каких-то, ну, отличий глобальных. При этом цена может сильно отличаться, как вы тоже видели. Вот функции вы при этом получаете опции примерно одинаковые. Это интересный момент. Если говорить о том, какой холодильник, ну, я бы взял, вот мы должны сделать такой вывод, да, какой-то лучший холодильник. Ну, смотрите, наверное, все-таки я бы остановил свой выбор на LG. Вот на холодильнике LG, том самом, который мы вот вместе с Samsung там рядом снимали. Потому что, ну, за более-менее относительно адекватные деньги, да, вы получаете нормальную функциональность. Но еще я бы отметил Midea, там тоже все очень неплохо. Дальше еще я бы отметил холодильник Beko, да, совершенно точно Beko. Это вот тот, который узкий, но при этом высокий, довольно вместительный. С ним, собственно, тоже нет проблем, потому что там No Frost в морозилке и вот капельная система с вентилятором в холодильном отделении, то есть вы не размораживаете ничего. Ну и плюс такая прекрасная фишка, вот эта вот веселая, как Harvest Fresh, это дискотека в
ящики для овощей и фруктов. Тоже интересная, на мой взгляд, технология. Ну вот, да, наверное, я бы выбрал LG из всего этого списка. Но интересно было познакомиться вот с новыми брендами. Мы продолжим, разумеется, с ними знакомиться, такими как Target, Lex. Ну, Куперсберг не отнесешь к новым брендам, но тоже не часто они появлялись у нас в обзорах. Ну а вы пишите свое мнение о том, какой из этих холодильников вам понравился. Ну и вообще комментируйте, высказывайтесь по теме вот холодильников. Нам всегда это интересно. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео с тем, кто, возможно, озаботился покупкой нового холодильника. Пока, до новых обзоров и тестов.